Добрым утром, дорогие друзья! Наш дилижанс отправляется на раскопки. Сегодня мы вдвоем с товарищем генералом. И он, как всегда, изучает небесные тела. Вон, посмотрите там какие. Это что такое за туманности, товарищ генерал? Ну, в ноябре появляются такие вот созвездия красивые. Вот просто звезды куча. Млечный путь, да, там какой-то? Изучаем потихонечку, попутно, друзья. Их вообще 13 таких объектов красивые. Ага. Так, что по поводу места, куда мы сегодня едем? Значит, вообще намечено у нас парочка мест, но я думаю, в конечном итоге мы приедем в район одного поселка, где протекает канал, и притоки от него, достаточно большой канал. Его там локально почистили дно, и как бы вот этот грунт вдоль берегов, он весь раскатанный сейчас. Именно там и хотим походить, побродить, посмотреть, может что-нибудь интересное попадется. Сначала едем туда, а потом дальше уже как карта ляжет. Желаем приятного просмотра, друзья. Еще на улице очень темно, 6:53, 0 градусов за бортом. Но обещают потепление до 9 градусов. Смотрите, с удовольствием наливайте себе кофейку. И мы сейчас тоже заедем на заправку, возьмем кофеечку утреннего. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Пишите ваши комментарии и ставьте палец вверх. Товарищ генерал, как ваше здоровье? Вам ребята так усердно желали в комментариях. Вы читали, нет? Читал, конечно, читал. Да нормально, уже получше, спасибо вам. Ну все, поехали мы что-нибудь искать. Погнали. Проезжали вот такое поле с генералом, не могли не остановиться. Вот тут в ряд 4 дома было. Сейчас пойдем, походим, посмотрим. И вот с этой стороны тоже запашка. Если не зацепимся, то поедем берега речки проверять. А пока здесь, друзья. Ставьте лайк, пишите коммент на серебришко и золото. Ну что, ребят, сигналы пошли. Вот какая-то звездочка, ключ. И вот по нашей теме гиря. 2 килограмма, наверное. Машина рядом. Можно кинуть на обочину, потом почищу, да заберем. Че нет-то? И железо можно подсобрать. Тем более рядом все. Сюда положу. Опа. Вот и катафот попался. С велосипеда, наверное. А может от мотоцикла, от какого-нибудь. Железа просто дофига. Просто дофига, друзья. Можно в мешок собрать, потом будет попутно. Видите, свеженькая такая распашка и почва приятная. Надеюсь, сейчас что-нибудь интересное зацепим. Ватерлу. Ну, что-то с водой. Уровень воды, наверное. Ватерлиния. Вот, ребят, переехали мы, где берега чистили. Канал этот достаточно длинный идет. Вот. Генерал будет здесь ходить, а я поеду чуть дальше. Проеду. Посмотрю, что да как. Да там поковыряюсь, если что, на поле. Так что не переключайтесь. Я думаю, находки какие-то будут. Металла уже мешок насобирали целый. Ну все, генералыч, звоните, если что. Хорошо. Если что, буду звонить, если находки пойдут. Если находки будут, снимайте на телефон. Что-то подумал я, друзья, что-то еду, смотрю так на эти берега. Тоже так нравятся мне они
Пойду я, уехал на несколько километров вперед и пойду навстречу генералу тоже по берегу. А потом, если что, переедем на поле, если тут глухомань будет. Одни пробки. Пробки, пробки, пробки. А вон и генерал. Приехал на свое любимое поле. Генерал сказал, будет возле речки ходить. Вот какой-то гвоздик фигурный попался. Трактор ездит со шлангом, заливают удобрением, навозом пахнет. Походим, друзья, думаю, что-нибудь да будет. Да, ребят, все здесь хожено, перехожено уже. Но сигналы все равно есть, все равно они есть. Ой-ой-ой-ой, батюшки мои, что за находка, друзья. Смотрите, прям чувствовал, что попадется мне что-нибудь. Вы посмотрите, друзья, это что вообще? Конечно, желтая она такая, динара. Первый раз вижу. Ай-яй-яй. Вау. Вот это находка. Офигеть. Вот если бы еще она золотая была, то это вообще песня была бы. Но все равно шикардос. Первый раз такую монету вижу. Зачет. Югославия. Класс. Вообще шикарная монета такая. Блин, вообще кайфовая. Выкапываю сигнал. Еще не видел пока что там, но звенит где-то здесь. Звенит где-то здесь. О, смотрите. Опа. Зацеп. Первая мировая. Это с шинели, по-моему. Хорошо. Повсеместно валяются изоляторы электрические. Некоторые с клеймами. Бавария. Разбитый, к сожалению. Что хотел сказать, вот мое наблюдение. Часто находки бывают, как мы говорим, на оттяжке. На оттяжке от дома. То есть вот, ну вот где вот жиденький ряд такой деревьев идет позади, видите, молодые березки эти. Дом стоял примерно там. То есть это, ну, метров 50-60 от меня. И вот, да, там эпицентр сигналов, как бы там все звенит. Но очень часто бывает так, что интересные находки чуть-чуть поодаль. То есть уже может быть какая-то прореха без сигналов, то есть несколько рядов прохода холостые. И вот уже за ними, как бы, то
То есть уже в радиусе там 50 метров от эпицентра часто бывают интересные находки. Так что не пренебрегайте этим, друзья. Ну или пренебрегайте. Ну это вот у меня такое замечание. Будете пренебрегать, мы приедем, доработаем. Смотрите, керамика какая. Валяется. Сначала не понял, что это такое. Это листочек, видимо. Красота какая была. День верховых находок, друзья. Смотрите, там опять что-то интересное. Иду, ну, конечно, не глазами я увидел. Поймал сигнал. Так, где она, блин? Вот она, вижу. Смотрите. Смотрите. Просто кто-то вот тут... Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Спрятался и лежит. Уж не такая же эта медаль, как недавно Влад находил, которые отливали из пушек. Франко-прусская война, друзья. По-моему, это она. Сейчас почищу. Ну что вам сказать. Только вот ушка сверху не хватает. А так вообще, конечно, шикардос. Ой, как приятно, ребят. Как приятно. Сзади год стоит. Это... Да, франко-прусская война. Отливали из трофейных пушек. Зачет, я рад. А посмотрите, патина какая. Батюшки мои. Вау, просто шикардос. Это просто шикардос. И надо же вот опять... Блин, хожено-перехожено. Никто не верит в это место, кроме меня. Уже все в нем разочаровались. Уже все тут были, кому не лень. Нет, меня все равно сюда тянет. И все равно какие-то находки есть. Это радует, друзья. Это радует. Просто шикарно. И здесь вот у нее еще... Сейчас чистану. Там написано что-то. Конечно, вряд ли мы прочитаем. По-моему, девиз здесь написан. Вот что-то. Гесч. Ой. Зачет. Выкопал кусок земли. Наверное, пуговица какая-то. Да. Лысая. Цинковые 5 или 10 фенигов. Десятка. А не, пятерка. Пятерочка. Верховой сигнал. Пряжка, наверное. Да, бронзовая пряжка. Копать начали поздно сегодня, потому что езда, переезды, металлолом пока подсобрали на первом месте. Потом прокатились, поискали поля. В итоге я сегодня, ну вот я на свое место попал уже в 1 часу, после обеденное время. А темнеет рано, сейчас скоро волки пойдут уже. Буду двигаться в сторону к машине. Попутно буду звонить еще, если что интересное будет. Конечно, отсниму. Ну и генерала забирать тоже надо, он там мерзнет. Дошел до машины, друзья, пару сигналов было. Пуговицы, не стал снимать их. Ну, шел на крейсерской скорости. Вот плетняшки всякие разные. Вот так сегодня у меня получилось. В принципе, я доволен, несмотря на то, что и мало ходил. Но я бы еще походил. Медаль очень порадовала. Очень. Тем более из трофейной французской пушки. Это вообще, друзья, это просто что-то с чем-то. Ну и монетка тоже в
впервые нахожу, такая бодрая, зачетная, 38-й год. Посмотрите, корона какая шикарная. Вообще класс. Поехали к генералу смотреть, что там у него. Смотри, что делает, а? О, молодец, парнишка. Замерз, наверное, генералыч. Вы что, замерзли, что ли? Устал танцевать. Да ладно. Пока тебя дождался. Аж голова закружилась, что ли? Или нет? Ну чё, как у вас? Лямка в рюкзаке порвалась. Да ладно. Металл нес. Рессоры какие-то, да? Вот это очень тяжелый. Это зуб от экскаватора. Он потерял его. Похоже, да. Сейчас запихаемся. Что, интересное было, что? Под ногами. Ну, нормально, что-то есть. Это от бочки. Цветняха. Вот смотри, с надписью какой-то. Крыло орла. Кусочек тоже отломан. Но он отдельно был. Это как бы не Спикельхельма, этот орел. Ага. Лично у меня 18 200 шагов на сегодня. Пока металл носил туда-сюда. Челночный ход, короче говоря, поставил. Генерал там тоже сколько? 17? 14-17. 14-17 где-то вот так. Понятно. 14-17 находил, короче. Пошел коров доить. Все, сейчас кофейку возьмем, ребят. Уже все, сумерки. На улице 6 часов, 5 час. 14700. Ой, спасибо всем за просмотр. Пишите комментарии, дорогие друзья. Ставьте палец вверх. И до новых встреч. Смотри, 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 смотри. НЛО полетел. Офигеть, я в шоке.